В очередной раз я вас приветствую. Сегодня мы продолжаем проходить 6-й уровень 14-го мира, резиденцию вампиров. Это вторая часть ролика. Если вы не смотрели первую часть и не знаете, что было до этого момента, предлагаю пройти по всплывашке справа вверху и ознакомиться с прошлой частью. Ну а мы начинаем. Ладно, давайте поговорим со всеми, с кем мы можем поговорить, а с кем мы не можем поговорить, соответственно, разговаривать мы не будем. Так, нам предлагают осмотреть бокал. Не подходите. Это бокал, из которого выпил старейшина. Должно быть, умер от того, что выпил алкоголь. Ближайший к старейшине, представитель демонширов, вызывает подозрения. Давайте поговорим с ним, да? Но если алкоголь был уже отравлен, тогда другие тоже под подозрением. Мы должны проверить, кто первым передал напиток старейшине. Первый подозреваемый – тот, кто принес напиток старейшине. Расследование. Разве вы не работники с кухни? Почему вы, ребята, ведете расследование? Тебе это вообще колышать не должно. Быстрее, ни слова. Вы ведете расследование по приказу молодого господина? Серьезно? Он поручил расследование работникам кухни. Кому-то, кто ходит с мешком на голове. Нет, но о чем только молодой господин думает. Я обслуживал его. Если это были вы, то у вас должно быть много времени, чтобы отравить напиток, так? Отравить напиток? Я подал напиток, но сначала я открыл бутылку перед старейшиной. Если бы я отравил его, это старейшины и все остальные видели бы. Кто передал алкоголь ему? Один из приглашенных гостей принес его в качестве подарка. Так, тот, кто принес его, мог подцепить яд. Кто принес алкоголь? Я не знаю, было очень много подарков. Но в лобби есть список гостей, можете сами его проверить. Не знаю, почему я вообще оправдываюсь перед вами. Мне надоело. Пожалуйста, уходи. А ты, бледнолицый, я смотрю, слишком дерзок. Тебя я уничтожу в первую очередь. Запомни меня. Демоны, должно быть, они убили старейшину из-за тех ложных слухов. Точно, какой смысл граф работать? Точно, какой смысл граф работать с нами, чтобы убедить первую леди? Почему нас обвиняют в смерти первой леди? Они все одержимы Белиалом или что-то в этом роде. Может быть, Белиал. Что-то какое-то божество или что-то в этом роде. Ладно, мы вернулись на кухню. Окей. Делать тут нечего, в принципе, на кухне, поэтому виноват повар. Либо официант. Хотя по классике всегда виноват садовник. Пожалуйста, уходите. Я смотрю, тут еще одно дерзкое существо нарисовалось. Ну ладно, тебя я уничтожу вторым. Запомни меня, друг. Идем в следующую комнату. И кто у нас тут? Никого. Одинокий папоротник стоит возле окна. Ладно, идем в следующую комнату. А нет, стоять. Тут есть секретный проход. Только вот вопрос, как в него попасть. Просто вот видите, да, тут есть проходик. Может быть, сквозь это пройти? Нет. Сквозь окно не хочет. Бутылки. Слушайте, а этот вампир, походу, алкаш. Причем серьезно алкаш. Вы просто посмотрите, сколько тут пустых бутылок стоит. Я бы мог бы сказать, что они полные, но они валяются просто так на боку. Вряд ли они полные. Так, а тут можно как-то попасть? Нет, вот тут как раз нету прохода. Именно этот проход находится в той комнате. Вот как там попасть, я без понятия. Абсолютно без понятия, ладно? Ладно. Тут есть еще один секретный проходик. Вот тут вот. Но тут эта собака мешается. А как бы его сдвинуть? Но, предположим, нужно по-любому найти что-то огненное, поджечь ту кровать, подбежать к нему, сказать: «Чувак, мы горим!» Он сразу ломанется туда, и мы спокойно пройдем в это место. А после мы вернемся туда и спокойно пройдем во второе место. Идеальный план, жалко не рабочий. Уборщица месяца, ладно, счетчик молний. Блин, даже до сюда она добралась, а? Уборщица месяца, понятно. А вот по-любому она и траванула. А что она? Залетела как молния, хоп-хоп-хоп, все, и ушла. Никто ничего не подозревает. Вы не хотите со мной поговорить? Нет. Тут прохода нет. Ладно, все, идем вниз по квесту. Потому что выбора особо больше нет. Я хочу проверить список гостей. Это конфиденциальная информация. Я не могу ее разглашать. Ах ты ж собака. Собака рогатая. А тут выход. Что же нам с тобой сделать, чтобы ты нам открыл? Все понятно. Тебе не кажется, что эта дыра слишком большая? Нам нужно больше деревянных балок. Пойдем возьмем еще. Ага, первая парочка ушла. Ну что же, отправляемся. Серьезно, я думал, ты перейдешь в другую комнату или что-нибудь такое. Мы будем тырить информацию, ладно? Я не против. Зачем вы просили список гостей? Меня поймали, когда я брал подарки, которые перенесли гости. Нужно это спрятать, на всякий случай. Золотые часы. Это ты взял подарки, а? Не говори, рогатый. Как вы? У вас есть доказательства?
Как вы можете кого-то обвинять без улик? На тебе мешок. И что? Модно сейчас так. Улики, да? Если вы так уверены, не откройте его перед юным господином. Спорю, что эти золотые часы там. Я поставлю на кон свой магнитон-бластер. Оружие. Извините, это больше не повторится. Пожалуйста, пощадите меня. Нет, мы уничтожим тебя. Ты выглядишь так, будто раскаиваешься. Так что на этот раз я проявлю милосердие. Сейчас я передам список, так что выкладывай. Да, хорошо. Время прибытия час 22. Элитное вино в подарок. Имя посетителя представитель демонов. Представитель демонов наш главный подозреваемый. Нужно будет лично его допросить. А где ты хочешь его допросить лично? В какой-нибудь отдельной комнатке или просто так, на глазах у всех? Так, ну пойдем допрашивать его. Делать больше нечего. Ну что, демоническая рожа, раскладывай. Как небрежно вы выполняете свои задачи, а? Из-за вас я... Кто, ребята? Почему здесь работники кухни? Пошли прочь. Зачем ты срываешься на нас? Как могу я не срываться? Меня выставили преступником из-за того, что я был рядом со старейшиной. Эти вампиры, они в своем уме. Вы принесли вино для старейшины. И что? На что вы намекаете? Я подарил отравленный напиток? Не вы ли принесли его? Не вы ли были ближе всего к старейшине? Кто, как не вы, мог отравить напиток? Я не дарил его. Все, что сделал, это принес то, что подготовили мои подчиненные. Кто купил алкоголь? Я не знаю. Не то чтобы у меня был 1-2 подчиненных. Понятно. Давайте просто бить каждого. Представитель демонов. Он очень подозрительный. Все, что он делает, это разговаривает со своим помощником. Он, должно быть, что-то скрывает. Я даже знаю, как можно туда попасть. Ну, как можно попасть, я не знаю, но я знаю, как можно это сделать. Ну, в принципе, окей. Вы, ребята, работники кухни? Да. Ну, отличное время. В стене дыра, мне нужно стоять на страже, пока не завершится работа. Но мне очень нужно в туалет. Беги. Нет, я так больше не могу. Можете прикрыть меня, пока я сбегаю в туалет. Конечно, беги. Спасибо, я скоро вернусь. Не спеши, друг. Я забыл. Это опасно, так что не ходите туда. И что же там такого опасного? Не сидит ли тут Василиск ли часом? Эй, что за напиток ты купил? Я только купил то, что мне порекомендовали. Старейшина умер после того, как выпил это. Меня уже подозревают. Никому не говори, что ты покупал алкоголь. Если об этом узнают, меня точно признают преступником. Я понимаю, сэр. Я был дураком, назначая такого, как ты, своим помощником. Видеть тебя не хочу. Пошел вон. Психованная истеричка. Вылазим отсюда. Где этот Цикун? Хрен его знает, где он так и не вернулся. Пойдем к этому подчиненному, побазарим с ним. Рассказывай, кто тебе что порекомендовал? Что такое? Ты купил алкоголь, не так ли? Как ты? Представитель демонов такого бы не сказал. Вы подозреваете, что я купил отравленный алкоголь? Учитывая обстоятельства, это и правда выглядит подозрительно. Ты признаешься в своих преступлениях? Я знаю, что не избавлю от подозрений от вас. Есть только один способ показать вам свою невиновность. И это все? Я купил самое роскошное вино на рынке. Если вам больше нечего мне сказать, я пойду. Он побежал в туалет, выплевывать его по-любому. Думаю, я знаю, кто преступник. Человек сделал фатальную ошибку, сам того не зная. Ты тоже заметил, да? Нет. Виновник — это садовник. Помощник, что купил вино. Удачная догадка. Точно, помощник и есть преступник. С алкоголем, что он купил, все было в порядке, потому что он выпил все сам. Проблема в том, что это мог сделать только преступник. Помощник выпил свой напиток без колебаний, как только его обвинили. У кого-то было множество возможностей, чтобы отравить напиток. Он уже знал, что с напитком все было в порядке. Иначе говоря, он знал, что что-то не так, было не с напитком. Ну да, был отравлен стакан. Давайте схватим его, зачем? Рано еще. Ты наконец-то эволюционировал из гориллы. Нет улик, нет. Нет точных доказательств того, что помощник убил старейшину.
Как можно было отравить только тот напиток, который пил старейшина? Способ отравить кого-нибудь, пока все смотрят во время пира. Правильно, отравлен был стакан, а не напиток. Если моя дедукция верна, где-то рядом должны быть улики. Давай найдем их, пока не прибыла элитная королевская гвардия, пацанчик. Разве не работники, обслуживающие банкет? Как грубо носить мешок. Что ты делаешь? Нужно попросить рабочих снова отправиться на тренинг. Пойдем. У нас есть вопросы о смерти старейшины. Почему вы этим интересуетесь? Носите странные наряды. Разве вы не знаете, что вы больше всего похожи на подозреваемых? Вполне логично, но не обоснованно. Не делайте глупостей и спокойно ждите. Мы всего лишь работники кухни на полставки, но мы не забыли о доброте старейшины, который нанял нас. Наше желание выяснить правду о смерти старейшины неподдельное. Старейшина, мы любим вас. Уа! Кажется, вы были очень признательны моему отцу. Мой отец и правда был очень добр, это правда. Неважно, вы все простые работники. Чем планируете заняться? Вы бы хотели помочь найти виновника. Это меньше из того, что мы можем сделать. Вы можете сказать нам, что вы думаете о смерти старейшины. Я не очень-то доверяю в расследовании своих работников, но выслушаю вас. Какое наследство вы получите? Вы утверждаете, что в долгу перед моим отцом. Насколько это правда? Если бы я знал, что это будет его последний ужин, я бы подал ему что-то получше. Досадно, что блюдо было простым, как и в любой обычный день. Кто был рядом с ним? Вы подозреваете кого-то, приближенного к старейшине? Мы спрашиваем из-за вашей безопасности, молодой господин. Пожалуйста, расскажите нам о людях, что были рядом со старейшиной во время пира. Был я, представитель демонов и шеф-повар. Шеф всегда проверяет блюда моего отца. Это сойдет за ответ? Я бы хотел отдохнуть. Пожалуйста, покиньте меня. Твоя очередь. Работники, где вас носило? Я вычту из вашей зарплаты то время, что вы слонялись без дела. У нас есть вопросы, и ты дашь нам на них ответы. Почему вы об этом спрашиваете? Вы вообще хотите получить зарплату? Какого хрена он трясет меня, а не вот хотя бы вот эту вот девку? Или вот эту девку? Срежьте оплату. Вот это за 3 месяца. Отвечаю же на вопрос. О боже, О боже, вы как будто играете в детектив. У меня нет слов. Да что вас интересует? Я слушаю. Что произошло во время пира? Что-нибудь необычное? Мои всегда идеальные кулинарные навыки. Мои блюда всегда идеальные. Праздник только что был. Молодой господин допустил одну ошибку, но это все. Какую ошибку? Он нечаянно уронил свой бокал во время пира. Брызги попали и на старейшину, салфетка вся мокрая. И этого достаточно? Салфетка? Я думаю, я что-то нащупала. Метод отравления во время пира. Нам нужны улики, чтобы все проверить. Вы, ребята, все еще играете в детективов. Отряд детективов, идите и возьмите швабру из кладовки. А пошел бы ты нахер. Ага, это помощник, который закупил винцо, да? Да. Помощник. Как думаешь, куда он направляется? В дыру. Куда он еще может направляться? Нет, на склад. Заперто. Это место было заблокировано раньше? Нет, конечно. Ничего не напоминает? О боже, горилла. Есть большая разница между тем, чтобы просто смотреть и наблюдать. Не следует пускаться в теорию перед сбором данных, но мы должны все исследовать. Давайте найдем другой путь. Чего его искать, если он вот тут вот находится? Мышь! Здравствуй, мышь. Как ты дела? Куда ты? Стряхнуть его. Просыпайся, Эржин. Пнуть его. Кто вы такие? Это мое место. Вали отсюда. Да? Извините. Вы думали, я это скажу? Мне надоело, что этот старейшина притворяется миленьким. После его смерти я наконец-то могу занять его комнату. Это мое место. Уходите. Вы ужасный человек. Эй, я никогда не видел людей в таком наряде. Здраво мне понятно.
Есть что-нибудь еще, что вы хотите сказать, мисс Хлебный мешок? Можете ли вы вести себя грубо с кем-либо, если вы дворянин? Ах ты! Я порву твой мешок. Мисс Присцилла. Мисс Присцилла? Почему вы здесь? Извините меня, мне жаль. Зачем вы его отпустили? Могу ли я броситься в погоню? Он бежал, как будто его задница была в огне. Оставьте его в покое. Нет, Сохи, конечно, умная, но такая тупая. Нельзя никогда отпускать свидетелей. Сейчас убежал, он сейчас всем расскажет, что тут находится Присцилла. И весь наш план накроется медным тазом. Чего ты нервничаешь? Не нервничай, друг. Вы приехали. Это помощник, что мы ждали? Вы собрали улики? Конечно. Отлично. Отравление у всех на глазах. Все пройдет, как и планировали. Когда прибудет элитная королевская гвардия, виновник предопределен. Вы должны сдержать свои обещания. Дать мне должность представителя демонов. Не стоит беспокоиться, я не забуду и обеспечу твое положение. Две расы будут полностью разделены, когда это дело получит огласку. Когда начнется международный конфликт, доверие к графу будет подорвано. Это наш шанс забраться на вершину после свержения графа. Могу я задать вопрос? Это правда, что граф не был в сговоре с старейшиной, чтобы убрать первую леди? Это правда, что она была казнена, но не по нашей инициативе. И он с нами не вступал в союз, и никаких обменов не было уже несколько десятков лет. Правда, это не главное, люди ошибочно воспринимают это так. Так что недоверие к графу может усилиться. Мы слишком долго тянули с этим, вы позаботитесь об этом. Несколько жалких дураков швыряются по особняку, будьте осторожны, чтобы вас не поймали. Я позабочусь об остальном, давайте встретимся снова, как только работа будет закончена. Значит, правители не объединялись с благородными вампирами. Это все равно не меняет того факта, что мой отец казнил мою мать. Сначала мы должны выяснить, что спрятано в этой коробке. Ну, давай вылезем просто вот тут вот. Зачем нужно обратно идти? Ладно, смотрите, вот мы сейчас ползем сюда. Тупик. Теперь нужно ползти наверх. Тупик. И обратно, хер его знает, вот сюда направо. Почему бы просто слева направо не сделать? Нет, мне нужно зигзаг херануть. Робочка, открой свои секреты. Тортик? Ну, похоже на тортик. Отравленная салфетка, ну понятно. Я позабочусь об этом. Я поняла метод отравления у всех на глазах. Нет дела, которое я не могла бы решить. Пойдем и схватим виновника. Хе-хей, ложки, я нашел преступника. Не подходите ближе. Мы нашли истинного виновника. Истинного виновника? Что вы такое говорите? Внимание все! Что такое? Зачем так кричать? Разве это не временные работники с кухни? Знаете, время и место для шуток. Мы нашли виновника. Истинного виновника? Так представитель демонов не убивал старейшину. Представитель демонов не виноват. Другой человек является виновником. Человек, который нечаянно убил старейшину, всех на виду. Нечаянно убил старейшину. Как это глупо звучит. Это его помощник. Помощник? Серьезно? Мне интересно, о чем вы говорите? Вы все еще подозреваете меня, потому что я купил алкоголь? Разве мы не выяснили с вами ранее? Алкоголь, что ты купил, был в норме, но это была другая история, если бы ты отравил вино во время пира. Как я мог подсыпать яд у всех на глазах? Я не был со старейшиной. Есть способ отравить старейшину на глазах у всех, не приближаясь. То, что ты только что спрятал на складе, это салфеточка. Это салфетка? А что насчет салфетки? Помощник, ты не отравлял напиток, ты отравил салфетку старейшины. Старейшина был бы отравлен добровольцем, если бы он выпил после того, как воспользовался салфеткой. Способ отравить его, не отравляя напиток. Проницательное наблюдение, Уотсон. Боже. Так вот как он убил старейшину. Вот это дедукция, а разве в этом нет большой ошибки? Как я мог отравить салфетку старейшины? Ты отравил собственную салфетку сразу после прибытия в мир. Затем ты просто ждал возможности подменить свою салфетку на салфетку старейшины. Разве это не притянуто за уши? Не было гарантии, что
Разве это не притянуто за уши? Не благодарите, что он воспользуется этой салфеткой, и мне представится такая возможность. Был бы невозможно сделать это в одиночку, но был прекрасный и верный шанс. Когда твой сообщник, сын старейшины, разлил свой напиток. Если бы ты был один, тебе бы пришлось ждать шанса, который мог бы и не представиться. Но в этом не было бы необходимости. Твой сообщник дал тебе шанс, притворившись, что пролил напиток. Точно. Не строй себе недотрогу. Мы слышали ваш разговор в кладовке. Ваш заговор с использованием этого, чтобы разжечь конфликт и свергнуть графа с его поста. Моя дедукция безупречна. Короче, Ватсон, да, согласен полностью. 30 минут уже. Свергнуть графа? Не может быть. Как могли помощники и молодой господин сделать такое со старейшиной? И успокойтесь все. Не забывайте, это просто временные работники кухни. И говорить такую наглую ложь. Это они наняты преступником, чтобы оклеветать меня? Да, это всего лишь временные работники с кухни. Молодой господин, преступник, это не имеет смысла. Наш помощник тоже не мог этого сделать. Осмеется клеветать на нас. Они не просто временные работники с кухни. А кто же мы? Они не работники, это мои проверенные подчиненные. Кто это? Зачем ты это носишь? Разве ты не знаешь, где ты? Какой-то чудак. Что делает прислуга, вместо того, чтобы выгнать их? Посмотрите сюда. Как могут эти необразованные дураки найти виновника? Как грубо. Почему никто меня не слушает? На тебе все еще мешок. Мисс Присцилла? Это правда мисс Присцилла? Как мисс Присцилла оказалась здесь? Я слышал, граф запер ее в тюрьме этим утром. Пожалуйста, старший сын старейшины, повтори. Я необразованная дура? Я полностью с тобой согласен, ты необразованная дура. Это не... Я не знал, что вы мисс Присцилла. Нет, это было не только ты. Мои извинения, мисс Присцилла. Я оговорилась. Кто это был? Кто осмел говорить гадости? Все, пожалуйста, заткнитесь. Это не работники, а мои слуги. Они на моих глазах. Они, как и мои глаза, и слова исходят от меня. Если вы им не верите, значит ли это, что я лжец? Старший сын старейшины, ответьте мне. Нет, я не это имел в виду. Сэр, мисс Присцилла говорит правду. Мисс Присцилла не станет лгать. Сэр, ответьте нам. Как такое возможно? Что произошло? Вы же сказали, что позаботитесь обо всем. Вы приказали мне сделать это. Вы за все отвечаете. Ты с ума сошел? Как ты смеешь? Брось, ты убил его. Почему ты вещаешь свою злость на мне? Как вы можете такое говорить? Вы и правда убили старейшину? Почему он пожертвовал всей жизнью ради других вампиров? Это был не я его не убивал. Он убил старейшину. Да, я убил его. Вы думали, что будет в безопасности? Вы не сходите до меня, когда я говорю. Ах ты, это все, что ты можешь сказать. Молодой господин убил старейшину. Зачем помощнику делать это? Предатель, крови, позор всем демонам, бла-бла-бла. Как вы смеете пытаться ложно обвинить представителя? Вы монстры. Заявить о государственной измене. Мисс Присцилла, наш свидетель. Это наш шанс. Давайте выбраться отсюда. Спасибо, что вытащили меня из тюрьмы. Сейчас я, не знаю, отправиться в пирамиду, да? Похоже, у тебя есть куча вопросов, но у меня нет времени объяснять все здесь. Мне любопытно, если правитель не вступил в союз с вампирами, зачем казнить демонов? Я тоже не знаю, почему мой отец пытается это сделать. Мой отец, казнивший мою мать и пытающийся избавиться от демонов, не изменится. Я должна идти к пирамиде, остановить отца и узнать истинные причины. Честно говоря, этот уровень оказался еще длиннее, чем я предполагал, поэтому это будет вторая часть нашего особняка демонов, резиденция вампиров точнее. На этом мы с вами заканчиваем и продолжим в следующей серии. Вот на эта ланочка, с которой мы будем соревноваться в следующей части. Твою ж дивизию. Ладно, начнем следующую серию с лютой бомбежки. А на этом всем пока и до встречи.